Всем привет! Сегодня у меня на обзоре такой вот отливантик новенький. Сегодня приобрела, вот только снимаю первые впечатления. Аромат от бренда Patrice Martin. Я так понимаю, это компания, которая выпускает ароматы, похожие на какие-то дорогие известные парфюмы. Значит, сам этот парфюм называется Devilish Passion, если я правильно читаю. То есть он имитирует ароматы «Дьявольская интрига» от HFC. На фрагрантике пишется, что выпущен в 2023 году, что это новое издание Devilish Passion. Возможно, у них было еще старое издание, вот я не могу понять, что было какое-то старое издание, его как-то переформулировали, вот кто знает, скажите, было старое издание или нет. Аромат это унисекс для мужчин и женщин, и принадлежит он группе «Восточные». Сейчас, конечно, мне кажется, это так условно, это деление на группы. Мне кажется, сейчас уже так все перемешалось, и уже невозможно понять, что к какой группе относится, где шипры, где фужеры. Все смешалось в датском королевстве. Зачитаем ноты. Какие тут заявлены ноты? Значит, верхние зеленые ноты, османтус чай, средние ваниль, сандал, цветок апельсина, базовые ваниль, кашмиран, кедр. В общем, в верхних нотах, по идее, я думала, что будет он такой какой-то свеженький. Так, я нанесла его на руку, и стартует он, конечно, таким вот противоречивым очень ароматом для меня. Это такие яркие зеленые ноты и есть какая-то землистость тоже, какая-то минеральная нота, то ли камни, то ли земля, вот что-то такое. В общем, я не могла долго понять, что это, но да, какие-то минеральные ноты. В общем, да, такая яркая зелень с минеральными нотами, это на старте. Но он тут же как-то начинает переливаться, вы знаете, сразу же в нем начинают ощущаться попеременно и сладкие ноты, какие-то сливочные, такие вот гурманские, какие-то, ну, что-то вроде ириски. Это все ощущается одновременно, и зелень, и минеральность, и вот эта землистость, и сладость. И как-то вот попеременно он вот так вот пахнет в верхних нотах. Хотя здесь вот заявлены, да, в верхах только такие зеленые свежие ноты. В общем, когда он немного успокоился, вот сейчас уже прошло, ну, наверное, полчаса прошло, как я нанесла этот аромат на себя. Сейчас я чувствую, что он перешел в такую более сладкую фазу своего раскрытия. И сейчас, да, ощущается, ну, ваниль или не ваниль, я какой-то слышу такой конфетный запах. Ну, мне кажется, это такой вот какой-то сливочный ирис. Вот ближе к этому. В общем, пока мне нравится этот аромат. Он достаточно интересно обыгран. Вот эти вот аккорды такой вот яркой зелени. Это сейчас достаточно, мне кажется, трендовый такой момент, такое модное направление, когда вот такая яркая зелень переходит в сладость. Даже чем-то вот мне по направлению, вот я просто нюхала сегодня несколько раз вот Вертус Наркозис, тоже я выбирала, что мне сегодня купить в распиве. И как бы дело в том, что вот Вертус там тоже вот эта вот зеленая нота, и чем-то вот эти зеленые ноты, они чем-то схожи, мне кажется. Вот какое-то вот в них есть такое направление, они как бы с горчинкой идут. Это не просто какая-то зелень такая свежая, да, это зелень с горчинкой. И вот здесь такое тоже присутствует. Вот если говорить о конопле, я не знаю точно, как конопля пахнет, но мне кажется, такая вот, как нота конопли в наркозисе присутствует, то вот эта зелень мне показалась похожей. Я также слышу в нем османтус. Вот сегодня, кстати, тоже вот нюхала аромат от Orman Jane османтус. Вот есть такая сходная нота здесь. Поэтому я думаю, что османтус действительно здесь в верхних нотах различается. И даже, возможно, в средних тоже. Не знаю, даже слышу ли я тут сандал. Сандал он иногда отдает какими-то рассолами. Ну, какой-то солености. Ну, если соленая карамель, возможно, и присутствует какая-то вот эта карамель и ирис. Пользователи фрагрантики пишут, что этот аромат очень похож на дьявольские интриги.
но этот аромат более бюджетный, конечно. Его цена, наверное, раза в 2 меньше, если не в 3. Пишут, что очень похож. Ну, некоторые пишут, конечно, что такой сексуальности, такой манкости здесь вы не дождетесь. Мол, это похожий аромат, но все равно не так он сексуально раскрывается. Ну, я, конечно, к этому скептически отношусь, ко всем этим эпитетам, сексуальной манки и все такое. Кому нравятся дьявольские интриги, возможно, вам стоит присмотреться и где-то затестить этот аромат. Вот люди здесь пишут, что да, зеленые ноты и абрикосовый чай люди слышат. Ну, я именно не знаю, абрикосового ничего я пока не слышу. Это первое впечатление. Слышу сливочность, сладость в средних нотах. Но опять же, все это все равно в соединении с зеленью. Эти зеленые ноты, они немного утихают, становятся не такими горькими, не такими яркими, но они все равно есть. Все равно вот это сочетание горечи, зелени и сладости, оно и дальше присутствует. Просто сладости становится чуть больше, становится таким более глубоким, более таким теплым. Если в верхних нотах он такой более прохладный, зеленый, то в раскрытии он становится более теплым, более производит такое впечатление, ну, не гурманское, но проскакивают какие-то гурманские ноты вот эти. Но еще раз повторюсь, что все равно вот это ощущение, даже какая-то дымность, вы знаете, вот эта зелень, она даже где-то как такая подкопченая, что ли, вот такая с дымком немного. Да, приятный запах такой, интересный. У меня что-то, может быть, есть похожее на какие-то отдельные ноты этого аромата, но так, чтобы вот в общем, да, вот прямо все это созвучие, чтобы было похоже. У меня такого нет аромата, который был бы прямо похож. Чем-то мне наркозис напомнил, вот этой зеленью. Как раскрывается наркозис, я не знаю. Там тоже по отзывам он должен раскрываться манго. Но здесь сладость такая более сливочная. Вроде как, не знаю, насчет фруктов не могу сказать, что какие-то я слышу фрукты пока. Итак, это было первое впечатление. Да, достаточно такой интересный, противоречивый аромат. Ну, противоречие в чем? Именно в том, что это горечь и сладость, да, горько-сладкий аромат. То есть и он, вот эти ноты, они как-то попеременно слышатся. То я слышу больше сладости, то больше горечи, как будто и одновременно, и как будто бы вот он где-то переливается. Когда-то больше сладости, в какую-то секунду больше горечи. Вот интересный. Вот в этом заключается для меня, да, вот какая-то изюминка этого аромата. В том. Еще мне кажется, что вот эта сладость с зеленью дает какую-то ноту такой вот подкопчености, возможно, какого-то копченого фрукта. Может, даже где-то мне приходит в голову чернослив. Вот эта подкопченая слива. Вот что-то, мне кажется, такое есть в нем. Если включить фантазию, то вот что-то вроде чернослива или какой-то копченой вишни. То есть вот как-то так складывается для меня этот аккорд. Но это очень приятно. Друзья, это очень приятно. Мне пока что очень нравится этот аромат. Посмотрим, как будет завтра, послезавтра, как я его буду ощущать. Но пока вот мне очень нравится. Пока он меня даже впечатлил. Однозначно рекомендую к затесту. Кто любит такое вот что-то интересное, не банальное, не люксовое, не классическое, однозначно рекомендую затестить этот аромат. На этом я буду заканчивать. Тут как бы показать не особо вам нечего. Флакона нет, только такой вот невзрачный отливант. И такой вот котик, который качает головой. Ага, вот так вот на свет он больше начинает качать головой. Он, наверное, удивляется и говорит, ну зачем столько парфюмов покупать? Ну, на этом у меня все. Всем удачи, хорошего дня, пока-пока.